Привет, друзья! Настала пора делать перевалку рассады томатов. Возраст моей рассады 1 месяц. Сегодня 7 апреля, а посеял я ее 7 марта. После 8 настоящего листа уже появились маленькие бутончики цветов. Сейчас я буду показывать, как я делаю перевалку. Перевалку рассады томатов делают не все садоводы. Если семена томатов посеяны сразу в большие емкости, объемом, например, 700 мл или 1 литр, то в перевалке рассады нет надобности. Перевалка необходима, только если посев семян был сделан в небольшие емкости. Главное преимущество посева в маленькие емкости – это экономия места, выделенного под рассаду на начальном этапе ее выращивания. Кроме того, в маленьких горшочках корни получают хороший доступ к кислороду, а вода в них не задерживается. А вот при посеве томатов сразу в большие емкости есть большая вероятность закисания почвы. При большом объеме грунта есть опасность его переувлажнения. В таком грунте корням поступает недостаточное количество кислорода, поэтому рост рассады приостанавливается. Перевалка рассады, если сравнивать ее с пикировкой, совсем не опасная операция, особенно для томатов. В отличие от перцев и баклажанов, томаты хорошо переносят и пикировку, и тем более перевалку. Процесс перевалки совсем несложный. Вначале готовим новые емкости для рассады. Я использую емкости объемом 1 литр. Они обязательно должны быть с дренажными отверстиями. На дно я насыпаю немного дренажа, чтобы влага там не застаивалась. Затем подсыпаю в емкость немного грунта, чтобы нижним корням тоже было куда расти. После этого захватываем стебель рассады 2 соседними пальцами и переворачиваем растение. Все содержимое маленькой емкости оказывается у вас на ладони. Корневая система уже хорошо развита. Корни в процессе роста двигались вдоль стенки емкости, как бы в поисках выхода. Это говорит нам, что корням необходим дополнительный объем грунта, и дальнейшее нахождение рассады в тесных емкостях будет задерживать ее рост. Теперь я устанавливаю рассаду в новую емкость. Стебель у томатов можно заглубить до семидольных листиков, и даже можно заглубить до первой настоящей пары листьев, если семидольные листики уже отпали. Некоторые садоводы практикуют способ еще большего заглубления, на 2 или 3 листа. Но перед этим листья необходимо срезать. Удалить листья у рассады надо за несколько дней до перевалки, чтобы места срезов подсохли и оставшиеся пенечки отвалились. Чтобы еще меньше беспокоить корневую систему рассады, можно переваливать рассаду вот таким способом. В уже подготовленную большую емкость помещаем рассаду прямо в своей емкости на нужную глубину. Затем заваливаем емкость с боков грунтом и немного утрамбовываем. После извлечения маленькой емкости остается ямка. Затем рассаду с комом земли просто вставляем в ямку. Остается только добавить немного грунта до нижнего листа. Теперь ставлю рассаду на прежнее место и пару дней не поливаю.
На этом все. Не забудьте подписаться на канал. Пока, друзья.